Приветствую своих подписчиков. Сегодня фильм «Поспешишь, людей насмешишь». 1997 год. Авторы сценария Кэтрин Рибак и Джоан Тейлор. Режиссер Энди Теннант. В ролях Сальма Хайек и Мэтью Перри. Бюджет 20, сборы 29,5 миллионов долларов. Сюжет. Проектировщика Алекса Уитмана вместо Токио отправляют в Лас-Вегас на строительство ночного клуба. Находясь в забегаловке в очереди в туалет, он знакомится с Изабель Фуэнтес, продавец сувениров в универмаге, и увлекается фотографией. Они провели ночь вместе, утром она потихоньку сбегает, кажется, Алекс благополучно забыл о ней. Она, может, тоже не вспоминала бы о нем, но она забеременела, поэтому через 3 месяца она появилась у него в доме и сообщила приятную новость. Она ничего не требовала, сказала, что справится сама, но посчитала своим долгом сообщить Алексу о ребенке. Первое, что спросил Алекс, это мой ребенок? Традиционный вопрос мужчин в подобной ситуации. В этот вечер у Алекса были гости, это были деловые посиделки. Изабель сказала, что не хочет мешать, села в пикап и уехала. Алекс бросился за ней, где-то над обрывом, там где дамба, он нагнал ее. В общем, она попросила его поехать с ней к своим родителям на ужин, чтобы потом на вопрос, кто отец, ответить: помните, я с ним приходила на ужин. Алекс согласился. За ужином было много родственников, как и положено в мексиканских семьях. Одна гостья была с грудным ребенком и попросила Алекса подержать его, пока она возьмет что-нибудь покушать. Он так бережно отнесся к своей миссии, что Изабель растрогалась. Для ярой католички это был знак: Алекс с ребенком. Они поужинали, и Изабель отвезла Алекса к дамбе, где он оставил свой автомобиль, и собиралась уезжать. Но тут Алекс преграждает путь ее пикапу и произносит речь. «Я жил хорошо. Раньше я боялся, что встречал женщину своей мечты и не заметил ее. А теперь я встретил тебя и понял, что ты – это ты. Мне кажется, это на всю жизнь, и нам надо пожениться прямо сейчас». Что они и делают. Она переехала к нему в домик, который снимала для него его фирма на время строительства ночного клуба в Вегасе. Ну и, как водится, у них начались проблемы. Основной офис фирмы Алекса находился в Нью-Йорке, но Изабель не хотела уезжать из Вегаса, так как там находились ее родственники. Вторая проблема – религия. Семья Изабель – католики, семья Алекса – пресвитерианцы. Борьба за ребенка, к какой вере он будет принадлежать. Кстати, не родившийся даже ребенок. Третья проблема. Алекс привык к одиночеству и к шумным посиделкам с родственниками. Однажды, придя домой после работы, он застал полный дом гостей родственников Изабель, которые сделали ремонт, перекрасив белые стены в жуткие знойные цвета: оранжевый, зеленый, с распятиями на стенах, и к тому же появилась маленькая собачка Изабель. Строительство ночного клуба приближалось к финалу, и босс сообщил Алексу, что его ждет новый проект в Нью-Йорке. С одной стороны, это была отличная новость в плане бюджета семьи, но с другой стороны, Алекс обещал Изабель, что пока не родится ребенок, они побудут в Вегасе. В общем, Изабель об этом узнала от босса, и, поругавшись с Алексом, она съехала от него, попала в больницу, и когда он пришел в больницу, она сказала ему, что сделает аборт и что Алекс свободен. Алекс пребывает в расстроенных чувствах, отказывается от всяких свиданий, которые ему предлагает друг. Но однажды звонит девушка-подруга детства, которую он раньше избегал. Их родители дружат и приглашает его где-то отдохнуть с родителями. Он соглашается. Накануне поездки вечером он на улице проходит мимо Святого Отца и слышит: «У вас потерянный вид, вокруг вас много путеводных знаков». По дороге к вертолетной площадке при выходе из дома он при посадке в такси споткнулся о поводок маленькой собачки. Потом, проезжая мимо рекламных билбордов, останавливает взгляд на мексиканских каньонах. На станции ловит взгляд мексиканской девочки, которая окликает мать по имени Изабель, когда та почему-то бежит за Алексом. Несуеверный Алекс расценил все эти события как знаки судьбы и, извиняясь перед подругой, уезжает к Изабель. Приехав к прабабушке в Мексику и не застав Изабель, узнает, что она поехала в Вегас рожать. Он нагнал ее, был сильный дождь, он чуть не создал аварийную ситуацию, она вышла из машины, все сигналят, кричат: «Освободите дорогу». Алекс убеждает ее, что не ребенок соединил их, а что-то большее, что повсюду были знаки: собачка, святой отец, большой каньон и девочка Изабель. Но тут у него начинаются роды, отошли воды, прямо на тротуаре идет ливень,
Прибывшая служба спасения принимает роды, родилась девочка. Все счастливы, Алекс целует монету и кидает в каньон. Ну, теперь немножко быстренько о своих впечатлениях. Интернациональные браки действительно, ну, как бы проблемны. К традиционным проблемам добавляются проблемы на национальной почве. Религия, традиции, кухня и прочее. Это правда. Изабель не хотела переезжать в Нью-Йорк. Это блажь, ну, по моему мнению. У мужа там работа. Работа кормит семью. Жена должна следовать за мужем. Двух мнений тут не может быть. Но Сальма Хайек такая южная красавица. А как танцуя виляет бедрами. Как не влюбиться в нее? Как признался Алекс, ты другая, а противоположности всегда притягиваются. Сцена выяснения на мосту под проливным дождем и, по сути, объяснение в любви Алекса, который после разлуки понял, что действительно любит ее, и рождение дочери. Все так мило и трогательно. И ты так радуешься за них. Волшебная сила искусства, не иначе. Не знаю, как-то после этого фильма так хорошо и спокойно на душе. Всем рекомендую, кто не видел этот фильм. На этом все. Всем здоровья и удачи. Подписывайтесь на канал. Show